Ребят, всех приветствую. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И по вашим просьбам, потому что просто разорвали мне мессенджеры, разорвали директ, что за колода, на которой вы делали годовые расклады, покажите, расскажите и, конечно же, где купить. Я человек не жадный, всегда с вами поделюсь. Самое главное, чтобы вам информация была во благо. Берите, пользуйтесь. Это не первая моя колода от Хэти Торн. Называется оно Таро Рождественского духа. Некоторые именуют или называют Таро Духа Рождества. То есть кому как удобно. Показываю вам бокс со всех сторон, чтобы было видно. Кому необходимо, фиксируйте, потому что отписаться каждому о названии я просто не в состоянии. Много действительно пришло сообщений. Ребят, сразу показываю, где приобрести колоду. Вот, пожалуйста, сайт. Вот, пожалуйста, ссылка на Инстаграм. Приобретайте. Не знаю, сколько стоит на сайте, потому что я заказывала на Etsy. На Etsy тогда эта колода стоила порядка $80. Но цена может варьироваться. Почему? Потому что автор может сделать какие-то скидки, там, в зависимости от праздника или, может быть, от количества ваших заказов. Это, конечно же, стоимость, я вам говорю, без учета доставки в ваш регион, в вашу страну. И опять же, тут нужно смотреть, уточнять, есть ли действительно доставка в ваш регион. Это очень важно. Показываю бокс. Ничего особенного. Для тех, кто спрашивает, а где же тут книжечка сопроводительная, я скажу честно, Хэти Торн этим не заморачивается, хорошо это или плохо решать вам. Но я могу сказать, для большинства практикующих тарологов это, честно, лишний мусор. Почему? Потому что все равно вы нарабатываете свои индивидуальные значения по колоде, и то, как она с вами работает и взаимодействует. Для большинства эти книжки не актуальны. Новички, те, кто могут возмущаться, потому что многие, знаете, мне даже написали, говорят, слушайте, я вообще не практикую Таро, но мне так понравилось, прям хочу себе купить эту колоду, чтобы у меня она тоже была. Пожалуйста, в этом случае я вам просто рекомендую приобрести любую книгу по Таро, по системе Уэйта. Можете, кстати, посмотреть. У меня есть плейлист «Практикам на заметку», и там литература, которую я рекомендую для начинающих. Посмотрите, закажите, приобретите и пользуйтесь себе во благо. Итак, по боксу, думаю, все понятно. Всегда я делаю обзор колоды с позиции визуального ряда. Я не даю никаких рекомендаций по поводу чтения или, как многие от меня требуют, а где же глубина по каждой карте. Вы ничего не рассказываете по поводу прорисовки. Ребят, начнем с того, что это должен рассказывать автор, какой посыл, что он вкладывает. Сейчас основная часть колод, которые создаются, вы же прекрасно понимаете, это при помощи ИИ. Символизм или какие-то традиционные смыслы, они улетучиваются. Больше сейчас эти колоды работают с позиции визуального ряда. Кому-то это нравится, кому-то нет, потому что многие говорят, ой, фу, колоды, созданные при помощи ИИ, они там пустые, без души. Скажу честно, я работаю, мне нравится, залетают на ура, хорошо отвечают, хорошо взаимодействуют. Поэтому кому-то мне нравится или не подходит, здесь уже ваш личный выбор. Что могу сказать? Специально еще приготовила колоду другую. Сейчас вам покажу. Тут по вырубке все отлично. Почему приготовила другую колоду от Хэти Торн? Сейчас хочу сразу показать. Если вы помните, в прошлом обзоре я делала обзор на Memento Mori Таро, тоже от Хэти Торн. И я жаловалась и вам показывала тоже в самом, так сказать, превью, в обзоре вот эту вот ситуацию. Не знаю, насколько хорошо вам будет видно, постараюсь максимально приблизить. Видите, облазят края. Хотя колоду я использовала только для месячных раскладов. То есть это не то, что там я ее юзала на постоянной основе или там она у меня была в работе каждый день. То есть здесь конкретно какой-то производственный брак, я так думаю. Я, конечно, напишу Хэти Торн, спрошу, может, там они переиздали и закажу себе новый инструмент. В общем, показываю, да, что вот здесь был таковой косяк. Вот эту новую малышку, так сказать, которая пришла,
юзаю не только для годовых раскладов. Уже тут вовсю я расклады к верентам и себе. Она мне очень нравится по энергетике. Такая легкая, такая праздничная. В особенности, если вы делаете там а-ля карту дня. Вообще, мне кажется, шикардосно. Более того, конечно же, у всех загорелись глаза. Сразу, ой, какая колода, какое рождественское настроение. У всех, знаете, подъем духа. Поэтому, если вы ведете какой-то видеоконтент или там Инстаграм или Ютуб, естественно, она вам залетит, потому что все устали от каких-то зашоренных, скучных колод, и это действительно имеет место быть, оно прям наполняет вас энергетикой. Итак, что мы здесь видим? Вот такая у нас рубашка. Является ли она двухсторонним? Ну, мне кажется, вполне. То есть такой ненавязчивый рисунок, орнамент, как вы видите. Традиционный размер 12×7, ну, то есть классический размер колоды Таро. Она идет англоязычная, подпись внизу. Многие мне говорят, о, это же просто вот такой, знаете, как типа быстро слепленный масс-маркет. Я склонна не согласиться. Сейчас буду, кстати, вам показывать, вы будете смотреть. Почему? Потому что, ну, поверьте, у меня очень много колод. Плюс у меня уже такая насмотренность. Я вижу, где в колоду вкладывают душу, а где, я прошу за сленг, делают сало, мазало, лепыло, лишь бы побыстрее что-то создать и продать. Потому что есть колоды, вот даже смотрю, новые. Например, создают и там голова вот такая у лошади, там вот такое тело, никого не парят, все пускают в массы. Здесь видно, что человек вкладывал душу, прорабатывал рисунок. Ну вот знаете, как делал это не просто лишь бы сделать, а чтобы это действительно радовало каждого из вас. Поэтому колоды, созданные искусственным интеллектом, колода колоде рознь. Да, где-то что-то читается, да, где-то что-то похожее или угадывается сюжет. Но здесь, как мы видим, все выполнено в тематическом таком вот рождественском стиле. Уверена, многим зайдет. Выполнено по системе Райдера-Уэйта. Фактически, назову так в кавычках, классика, поэтому и новичкам, и более опытным, конечно же, будет ее комфортно читать. Ну, очень красивая подача. Я так люблю этого жреца, я не знаю, у меня просто все внутри переворачивается. Я знаю, что это каждому свое. И, кстати, заметила, многие из вас мне пишут, что когда выбирают какую-то колоду, смотрят свои любимые арканы, да, вот, на которые они ориентируются. Я скажу честно, то есть как бы я этого не скрываю, я всегда смотрю в колодах, когда приобретаю, у меня есть как бы 3 важных аркана, которые, ну, для меня прям топ. Это жрица, это луна и это дьявол. Ну, вот когда увидела этого жреца, ну, просто любовная любовь, блин, ну, какая красивая картинка. Я не знаю, может, это только мне, но я прям балдею. Даже отложу ее, она мне прям радует взгляд. Так, ну, вот король жезлов, а туз жезлов, ну, посмотрите, ну, разве это не красота? Я говорю, у меня колода еще не приехала, я знаю, что Хэти мне как бы пришлет. Все, и у меня уже в голове сложился под нее декор, я прям, у меня руки чесались. И многие мне сейчас пишут, так, где расклады на неделю? Потому что я выложила там для 3 знаков и начала писать годовые. А почему? Потому что, блин, все, приехала новая колода, у меня есть декор, и я хочу, мне зачесались руки прям с ней работать. Я отложила время на недельные и сразу стала вам писать годовые. Сейчас, конечно, буду их дорабатывать, дописывать и вам выкладывать. Но посмотрите, какая красота. Ой, ну не знаю. Это, ребят, не с позиции рекламы, там, маркетинга. Хотите верьте, хотите нет, мне не платят там за продвижение, за рекламу этих инструментов. Это просто чисто от души рекомендация. И я всегда говорю, есть ли там какие-то косяки в колоде или нет. Лично мне очень понравилось. Такая вся рождественское, такое вот сразу настроение. Ну, безусловно, каждому свое, но я прям, у меня на фаворе. Это не единственная, кстати, такая новогодняя колода от Хэти Торн. Есть еще одна, позже сделаю обзор. Ну вот вы только посмотрите, ну вот как можно не любоваться этой десяткой жезлов, да, вроде бы тяжелая карта, тяжести, но вот здесь радость приятная, тяжесть приятная, ну вот круто же, какой классный посыл. Или вот эти малыши, ну вот такое прям ми-ми-ми. Не знаю, может, я сентиментальная, но, в общем, мне очень нравится. А какая сказочная жрица? Ну, это просто конфета. Ну,
повторюсь, это лично мое. Я вам не навязываю ни в коем случае свое мнение. Вы смотрите. У меня, конечно, в кабинете здесь не очень хорошее освещение, поэтому гаджет может не передавать те краски, ну или полутона, которые вы видите на колоде. Но самое главное, вы видите, что двухсторонняя матовая ламинация. Колода у вас не будет бликовать. Соответственно, шикарно будет выполнять свою роль как в видеораскладах или, допустим, если вы делаете какие-то посты и фотографии с колодами, ну, это будет топчик. Вот, посмотрите, аркан влюбленный. Мне все такие, мне начали, кстати, писать, особенно девочки, которые у меня попросили там коррекцию. Ой, а сфоткайте мне, пожалуйста, карты на коррекцию из этой колоды. Именно, пожалуйста, только из этой. Говорю, хорошо, сфотаю. Ну, то есть вы можете даже взять, приобрести себе эту колоду для коррекций. Потому что, же говорю, тут каждая карта фактически шедевр. Вот смотришь на этот аркан звезда, ну какая красота. Очень круто. Опять же, знаете, как в таком смешанный стиль, да, тут есть и рыцари, есть такой более современный посыл. Ну, классно. Особенно мне понравилась 8 жезлов. Класс. Очень красиво. И самое главное, необычно. Потому что хочется, знаете, постоянно как новой подачи значений тех либо иных арканов, какой-то новой прорисовки. Здесь даже 3 мечей, понимаете, пахнет красотой, я не знаю, но это очень прикольно. Умеренность какая. Класс, да? Вообще. 10 чаш. 3 чаш тоже очень классная. То есть я к чему? Знаете, обычно работает только над старшими арканами, ну, выкладываться. Остальное такое ни о чем. Здесь, как вы видите, старались поработать не только над старшими, но и над младшими, чтобы, как говорю, это было вкусно, красиво, чтобы это действительно, знаете, хотелось эту колоду взять в руки и повзаимодействовать с ней. Дурак. А сила какая? Ну, посмотрите, какая красота, какая красотка. Двойка жезлов. Здесь, конечно, как бы не совсем непонятно, да, 2 жезла нет. Ну, задумка автора. 7 монет. 2 чаш. Повешенный. Просто балдеж. Вот на этих качелях это просто класс. То есть, видите, все сценарии, они как бы читабельные. Каждая карта, она ясна, понятна. Вот та же императрица. Тоже какая красивая карта, какой аркан. А вот эти малыши и карандаши, ну это же просто супер. Суд. Луна. Маг тоже классный, такой, знаете, а-ля Гарри Поттер. То есть, видите, такой вот дух Рождества, волшебства, красоты. Классно. Туз мечей и колесо фортуны. Завершаем, закрываем колесом фортуны, чтобы действительно шли в жизнь лучшие возможности. Я от вас буду ждать обратной связи относительно этой колоды. Напишите также, какие инструменты вы хотели бы посмотреть, обозреть, может, какие-то у вас есть пожелания. Ну и, конечно же, если у вас есть желание, можете мне отправить донат на приобретение новых инструментов, с которыми я вам обязательно поделюсь. Ну и непосредственно расскажу о их качестве, о взаимодействии с ними, то есть стоит ли вам брать или нет себе на вооружение новые магические инструменты. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. Услышимся в следующих видео.